Всем привет! При подготовке видео с итогами сезона и обзором Каньеда я не разобрался с E-скиллом маунта и сделал вывод о том, что он может быть полезен в гангах на основании мнения кого-то из ютуберов. Но правильность этого вывода вкупе с корявым переводом описания скилла не давала мне покоя. И я призвал на помощь Фуфу для теста Ешки Каньеда, что мы выяснили сразу после очень важной информации о том, как можно играть в Альбион, не заботясь о заработке. Бот Альбион онлайн-биржа – это сервис, позволяющий безопасно покупать и продавать серебро. Все сделки проходят под контролем бота-гаранта, который не позволит вас обмануть. А в случае возникновения спорных ситуаций в сделку может вмешаться администратор. Ссылка на биржу в описании. Для начала знакомства просто напиши группе «Начать». Мы решили испытать действие кокона на разных игровых маунтах. И вот какие результаты мы получили. Топовый и всеми любимый ослик получает замедление и безмолвие на 4 секунды. То же самое касается обычной лошади 7 тира. Я думаю, с обычными лошадьми других тиров дело обстоит абсолютно точно так же. Бронированная лошадь Т5 точно так же получает 4-секундное замедление и безмолвие. А вот что касается Т7 бронированной лошади, на нее накладывается дебаф всего лишь на 2,5 секунды. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление контролю, которое указывается в характеристиках маунта, напрямую влияет на данный скилл. На гигантском олене замедление держалось даже 4,5 секунды. Т6 бычок также был замедлен и обезмолвлен на 4 секунды. Мимо пробегавшего белого медведя замедлили всего на 2,5 секунды. Быстрокоготь и лютоволк по стандарту замедлились на 4 секунды. В принципе, как и обычный лютокабан, хотя у него вроде есть сопротивление контролю в 196 единиц. От стандартных маунтов мы перешли к ивентным, и первой оказалась ящерка, которая получила дебаф на 4,5 секунды, при этом пассивка ее не была активирована данным умением. Барашек также был дебаф тут на 4 секунды, но так как у него есть сейв скилл, мы решили попробовать, как будет работать кокон при применении сейва. И оказалось, что каст кокона сбивается сейвом. Пантера получила дебаф на 4 секунды, но если вы примените ускорение пантеры во время каста паутины, то у вас есть хороший шанс выйти за рейндж паучьего умения, и даже если оно сработает, то дебаф скорости будет мало заметен. На исполинской лошади дебаф проработал всего 3 секунды, и она без проблем и выйдет кокон своим сейвом. Призрачный лютокабан дебафается на 2,5 секунды и уходом в инвиз прекрасно сейвится от данного умения. В описании кокона было упоминание того, что он по-особому действует на летающих скакунов, точнее он на них не должен действовать. Но испытания на вороне, сове и летучей мыши показали, что на них он действует точно так же, как и на других пеших ивентных маунтов, то есть дает дебаф примерно на 4 секунды. При этом блинк летучей мыши не сейвит от кокона, но если вы блинком уходите за рейндж, то Ешка Каньеда не срабатывает. Проведя испытания практически на всех маунтах, мы перешли к батлам, и первым на очереди оказался Т6 Энд. И вот на нем Ешка сработала как надо, замотала в кокон на 4 секунды. Энта Т8 постигла та же участь. При этом на него сработали абсолютно все скиллы, и Вшка, и Кьюшка. На Т8 орла кокон вообще никак не сработал, но паутина на W его замедлила. Мы не стали проверять других орлов, тем более что у меня и не было в загашнике Т6 или Т7 орла. Но я думаю, орлы это те самые летающие маунты, о которых написано в описании к Ешке. Ну и финальным аккордом мы проверили боевого мамонта. Как и написано в описании к мамонту, он оказался невосприимчив ни к кокону, ни к паутине. Только Кьюшка дебафнула его. Но при этом в игре написано, что у мамонта сопротивление контролю 394, и если он не восприимчив ко всем видам контроля, то по идее это должен быть максимум сопротивления. Но я уже сегодня упоминал белого медведя, и у него сопротивление 505.
что говорит нам о том, что не все так просто в Альбионе. Либо тут офигеть какие корявые описания. Ну и что можно сказать в итоге? Каньет абсолютно бесполезен в обычных гангах. Это очень узкоспециализированный батл маунт для ганга других батл маунтов, причем далеко не всех. Что, по моему мнению, делает его применимым против батлов, отбившихся от зерга. И то здесь, скорее всего, понадобится не один каньет, а как минимум парочка плюс баллиста. Возможно, гении из АВЗ смогут как-то продуктивно его использовать в больших замесах, но мне кажется, что маунт по большому счету абсолютно бесполезен. Единственный его плюс — это неплохой внешний вид. А на этом все. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Извиняюсь за неверную информацию в прошлом видео. Ну и как обычно, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий о том, что я, слегка ввел всех в заблуждение. И всем спасибо за просмотр, всем пока.